Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга, я художница, фотограф и преподаватель искусства. И сегодня я хочу поделиться одной из моих любимых техник, которая называется Mind Map. Вы наверняка слышали об этой технике, может быть, вы ее уже используете. Я покажу, как я использую Mind Map в своем творческом поиске и как это можно делать, когда вы, например, не знаете конкретно свой сюжет, вы, может быть, думаете, да, что бы мне такое сделать. Это прекрасный момент определиться, в какую сторону вам вообще двигаться в вашем проекте. Это может быть маленький проект. Когда я говорю проект, это может быть просто какое-то что-то небольшое, что-то, какая-нибудь серия графики или еще что-то, или фотопроект, или видеопроект. И это может помочь также не обязательно в изобразительном искусстве, да, просто в каком-то творческом, когда вы находитесь в поиске. Так, не затягивая, как я это делаю? Это можно делать на компьютере, если это вам так удобнее. Я люблю делать это руками, мне кажется, это полезнее в чем-то. Итак, я расскажу на своем примере. Я занимаюсь искусством, которое всегда каким-то образом связано с городским пространством, с цветом, живописью. Я фотографирую часто в городе, я снимаю видео в городе. То есть моя деятельность, она всегда связана с каким-то пространством, иногда природным пространством. И вот, предположим, да, я сейчас вот хочу понять, что же я делаю и куда мне двигаться. Предположим, у меня есть задача, ну вот как у меня было, например, там во Франции, да, определить тему для диплома. Нужно понять вообще, с чего его начинать, куда идти, что смотреть, каких художников. И вот в этом случае очень классно помогает MindMap. В середине я записываю, собственно, ту задачу, проблему, которую я хочу решить, либо какую-то примерную тему. То есть я напишу, что я хочу сделать, мой проект. Если уже есть, например, конкретика, предположим, мой проект посвящен теме города, я могу также написать город, но это будет очень так обобщенно. И далее от этого, ну, как вы знаете, Mind Map, да, отходят различные идеи. И здесь вы можете просто начать с прописывания того, что вам приходит в голову на тему того, что, может быть, уже вы что-то делали, того, что важно в вашем проекте. Например, я буду писать, что вот город у меня уже есть, для меня важна прогулка, для меня важен цвет. Я напишу вот сюда эфемерное искусство. Это то искусство, которое, ну, кто не знает, существует только какой-то краткий период времени, потом оно исчезает, какие-то временные проекты. Сюда также мы можем писать те медиумы, которые вы уже используете или хотите использовать, или которые просто вам нравятся, которые вы, может быть, никогда еще не использовали. Я напишу фотография, так как это всегда то, что я делаю всегда, как первый этап. Также для меня город — это пейзаж. Здесь у каждого свое, здесь вы, естественно, свои личные, да, для кого-то город — это там человек, портрет и так далее. Для меня это вот это, также это объекты, часто которые брошены. Но я не буду это писать, я это внутри как бы, да, понимаю. Тут, опять же, вы это делаете для себя. Здесь также могут быть те способы, которым вы делаете или хотите сделать ваш проект. Для меня, например, важен момент эксперимента. То есть я это вообще могу пока отдельно, например, написать. Эксперимент. По ходу вам начинают приходить новые слова, новые мысли. Цвет это живопись в каком-то смысле, да, для меня, например. И вот постепенно вы начинаете приходить к какой-то конкретике. В этом тоже смысл, да. Это как, например, также для поиска цели. Ну, вы знаете тоже, наверное, этот способ, когда вы пишете цель здесь и ответвляя, вы приходите к конкретным шагам.
Но пока мы как бы записываем сейчас вот то, что приходит, и то, что связано с тем, что я делаю, и то, что я хочу делать. Здесь, например, для меня тоже важен объем, например, для меня. Я его могу сюда, например, соединить. Уже смотря на это, я могу сделать какие-то тоже новые связи. Я, например, для меня прогулка — это связано с фотографией. Я сюда тоже стрелку сделаю. И так как я, например, делаю часто такие эфемерные инсталляции из тканей, которые были какое-то время в каком-то месте, потом я их снимаю, да. Это эфемерное искусство, связанное с экспериментом, поэтому я тоже сюда вот стрелочку такую пунктирную добавлю. Сюда же тоже вы можете включать тех художников, которые являются как бы вашими референсами, если можно так сказать. То есть те художники, которые вас вдохновляют, те художники, которые вы можете сказать, что их творчество близко к вашему. Например, я люблю творчество Франсиса Алиса, и он делает тоже, его искусство идет от прогулки, от ходьбы. Это тоже эфемерное искусство, и я здесь напишу Франсис Алис. Такой способ еще также хорош, вот если вы готовите какую-то курсовую работу, и вам нужно наполнить вашу работу именами, ссылками. Это тоже полезно. Также я добавлю сюда видео, потому что это тоже связано. Ну, это можно, сейчас я такую грубо, да, накидала, это можно углублять и развивать, и, в принципе, это может вот висеть у вас перед столом или около вашего рабочего места, и вы это можете дополнять. Пока, например, вот я накидала так, пространство, например, да, опять же, вот сейчас это важно, напишу пространство. Потому что город для меня и моя работа — это связано с пространством. И это пространство можно и сюда связать, его с пейзажем, с объектами, с эфемерным искусством. И вот уже смотря на это, я начинаю видеть новые связи, новые какие-то ходы, новые мысли приходят. И уже начинаю видеть, например, какие-то конкретные шаги, которые я могу сделать, да, для работы над моим проектом. У него еще может не быть никакого названия, не нужно. Я просто начинаю понимать, в каких вот задавать себе эти рамки для каких-то уже практических шагов с материалом. Можно уже сюда, например, начать выписывать, уже какие-то приходят идеи, например. То есть я вижу цвет, я вижу живопись, я вижу объем, я могу себе написать уже, что я могу сделать, да, сделать, например, тест, скажем, я могу сделать тест, например, с каким-то живописным, с какой-то живописной работой в объеме. Могу сделать какой-то небольшой макет, например, из бумаги, то, что я делала, и что-то с этим попробовать, например, в пространстве, как-то с ними поработать. То есть я могу написать, уже делать тест, например, там макет в цвете, и, например, сфотографировать его в городе. То есть здесь уже можно пункты расписать. Например, первое — там сделать макет, второе — фото прогулка с этим макетом в городе, например. Прогулка тоже, да, то есть здесь уже я могу, вы можете просто, например, здесь вот отдельно даже, кому как удобнее, кого как работает мозг, всех по-разному. Уже, например, кто-то, может быть, столбик здесь уже запишет, что, например, поэтапно пойти на прогулку в городе. То есть это уже здесь вот конкретные какие-то шаги, уже можно, да, запланировать, когда я это сделаю, да, какая мне нужна погода, какой мне нужен сезон, что я могу сделать сейчас, или, например, зима, или могу ли я это сделать там в какое-то определенное время дня мне нужно, что мне нужно, то есть уже конкретика. И это может быть любой проект, который вы делаете. И сюда можно добавлять имена, да, например, там я запишу сюда также Кристо, тот художник, который мой как бы тоже референс, который работает в пространстве, с инсталляциями в пространстве, с эфемерное искусство, это тоже. И таким образом есть какие-то уже практические шаги, например, пойти там также в библиотеку и
полистать, например, книгу Кресто. Или просто, например, написать текст о том, что я делаю, например, там мне пару абзацев написать, размышлений о том, что это такое, или, например, после моего эксперимента прописать что-то, там, текст. И это, кстати, полезно вне зависимости от того, вы сейчас учитесь или это, да, дипломная работа. Я так делала, конечно, для подготовки, например, к диплому, но это также помогает и в практике просто художественной. И таким образом вот эта штука, она будет вам помогать, она будет такой вашей шпаргалкой, и ее можно дальше там углублять, развивать, не знаю, там доклеивать бумагу или сразу это сделать на большом листе. Позволяет как-то это все немножечко систематизировать. Поэтому пишите в комментариях, как вам такое упражнение, понравилось ли, получилось ли, попробовали ли. Вот, я буду рада обратной связи, и на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться, и пока!